Всем большой привет, друзья! Меня зовут Лада. Добро пожаловать на YouTube-канал «Любимое дело». В прошлом видео я показывала плетение вот такого короба из газетных трубочек, а в этом видео отдельно я покажу, как делала крышку к нему. Если вам интересно, то присоединяйтесь к процессу. Основные материалы в создании этой крышки – это переплетный картон, туалетная бумага, именно серая, такая тоненькая, газетные трубочки или бумажные трубочки, клей ПВА. Можно применить вместо хороших газетных трубочек какие-то остатки, какие-то ненужные трубочки, которые у вас скопились, тоже в дело пойдут. Итак, первое, что я сделала, это из нужного переплетного картона я вырезала форму будущей крышки. Здесь я сделала примерно следующее. То есть я перевернула короб, очертила на переплетном картоне верх короба, и у меня получилась форма будущей крышки. Здесь еще на крышке я склеила два вида переплетного картона. У меня толстый переплетный картон как основа, толщиной где-то 3 миллиметра. И наверх я приклеила будущую заготовку крышки, только в меньшем размере, то есть где-то отступая от края сантиметра 2, вот такая заготовка из переплетного картона, который чуть потоньше. И сейчас буду создавать общий фон на крышке. Для этого беру ПВА, лью его прямо на переплетный картон. Не боюсь, потому что вот сейчас я кисточкой весь этот ПВА распределяю равномерно по всей площади этой заготовки картонной. И сейчас я беру туалетную бумагу, именно серую, вот она такая мягкая, и вот таким образом распределяю ее на поверхности картонной заготовки. Получаются такие мятые места. Все это опять же в некоторых местах проклеиваю клеем, если вижу, что нужно тут чуть-чуть клея добавить, потому что есть некоторые такие мятые сухие места, их тоже промазываю клеем. И вот таким образом делаю мятые наслоения друг на дружку из туалетной бумаги. В принципе, можно взять, наверное, и обычную бумагу, и также нашу и газетную потребительскую, с которой трубочки крутим. Но просто вот эта туалетная бумага, она более мягкая, и ей вот эти мятости сделать очень-очень легко. Далее вот эту картонную заготовку я буду украшать. Беру 2 трубочки, склеиваю конец, чтобы все хорошо склеилось, и вот таким образом их скручиваю друг с другом. И эту витую колбаску я клею на будущую крышку, таким образом, как на видео. По всему периметру делаю отступ где-то 2 сантиметра от края. Чтобы все держалось и быстро зафиксировалось, я укреплю прищепки. И сейчас в этом кадре показываю, как делаю соединение, начало и конец. Срезаю под углом начало, срезаю под углом конец. И вот таким образом пристраиваю конец к началу и фиксирую также прищепкой, чтобы все приклеилось хорошо. Все промазываю, естественно, клеем. Такая, можно сказать, это грязная, конечно, работа. Можно работать в перчатках, если вы боитесь вымазаться. Но хорошо, что клей ПВА хорошо отмывается. Все-таки советую здесь ПВА использовать, никакой другой, иначе вы просто замучаетесь. Да и другой клей, он оставляет следы. Все-таки здесь ПВА, он следов не оставляет. И вот таким образом, фиксируя все это дело прищепками, соединяется у нас начало с концом. И точно таким же образом построила круг в середине будущей крышки. Вот так это все дело выглядит. И сейчас я начинаю опускать остатки трубочек в дело. Здесь можно взять те трубочки, которые плохие, какие-то бракованные получились, или какие-то остатки. В общем, делаю что-то наподобие квиллинга.
только не полосками выстраиваю узор, а трубочками. Очень хорошо сминаю трубочку, вот таким образом выкладываю ее в определенную форму и приклеиваю на будущую крышку, таким образом, как на видео. Трубочки очень хорошо приклеиваются на поверхность. Труда никакого не составляет. Единственное, что все-таки, если вы хотите иметь равномерный узор, то берите трубочки, которые более-менее ровные между собой, по одинаковой толщины, соответственно, чтобы не было никаких таких выпуклостей. И далее в следующих кадрах я показываю, как выстраиваю вот эти узорчики. Здесь можно и всякие завитушки, и всякие скобочки, и капельки построить, и можно взять прямые обрезки, не надо их как-то закруглять и так далее. В общем, здесь все ваша фантазия играет. Можно заранее нарисовать узор на листе бумаги и придерживаться этого плана. Можно идти по пути импровизации, вот как ляжет трубочка, так и будет. Можно делать симметричные узоры, можно асимметричные узоры. В общем, здесь включайте фантазию, включайте воображение и творите. Далее даю крышке очень хорошо высохнуть, прям очень-очень хорошо. Если у вас было несколько слоев наклеенной туалетной бумаги, то, соответственно, там не сутки нужно выжидать, а несколько суток. И желательно крышку положить под пресс. То есть сначала пусть она немножечко подсохнет, и под пресс, для того, чтобы она не покоробилась в будущем. Вообще переплетный картон, конечно, не так сильно коробится, но лучше перестраховаться и под пресс. После того, как крышка полностью высохла, я ее крашу. Да, еще забыла сказать, что края крышки, вот где у нас был отступ где-то 2 сантиметра от края, я также заклеила все бумажными трубочками и поверх тоже приклеила туалетную бумагу. Вот так это все выглядит. И сейчас я это все дело крашу в темно-коричневый цвет. Вообще задумка такая: покрасить в тот цвет трубочек, которыми я плела веревочку из 3 трубочек. Вот кто смотрел видео по плетению короба, тот помнит наверняка. Кто не смотрел то видео, я советую посмотреть, потому что там очень много разных нужных нюансов для плетунов. Прокрашиваю все труднодоступные места, соответственно, здесь можно использовать как и широкую кисточку, так и тоненькую кисточку, чтобы до этих мест дотянуться. Ну и сейчас в этом кадре я уже показываю, что крышка моя высохла, вот такой темно-коричневый цвет имеет. Я беру золотую акриловую краску, наношу на губку очень-очень немного. Вот таким образом губку проштамповываю на кусочки бумаги, чтобы убрать излишки краски. И вот как на видео, губкой слегка-слегка прохожусь по вот этому квиллингу из наших газетных трубочек, по узору. Тем самым выделяются разные такие вот эти выпуклости, и, соответственно, узор получается ярче, узор получается виднее. Ну и мне вообще этот процесс очень нравится, вот такая патина золотой акриловой краской. И вот как-то так все это получается, на глазах крышка расцветает. Изначально не планировала я эту крышку как-то прикреплять к самому коробу, планировала именно просто пользоваться ей как накрыл, убрал, но потом подумала, что все-таки лучше ее прикрепить к коробу. Для этого я взяла строительный дырокол, сделала 3 отверстия на крышке и, соответственно, эластичной нитью для бисера, которая немножечко тянется, я прикрепила крышку к коробу. Возможно, я впоследствии что-то другое придумаю, но пока сделала так. Все узелки спрятала, крышка хорошо открывается, закрывается. Я довольна, меня это устраивает, мне очень нравится этот вариант. Вот такой короб получился, такая крышка получилась. Мы в этом видео крышку делали, но плетение короба у меня в отдельном видео, в
В прошлый раз это видео вышло на канале. Ссылку оставляю в описании, кто еще его не смотрел. Понравилось мне выкладывать узор именно таким образом, газетными трубочками, очень понравилось, я получала прям наслаждение, кайф от самого процесса, и очень надеюсь, что эта идея вам тоже понравится, может быть, вы что-то примените в своей практике, буду этому очень рада, если вдохновлю. Желаю вам легкого плетения, вдохновения. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение, делитесь видео в соцсетях, так вы очень помогаете каналу развиваться. А мы увидимся с вами очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!